Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике разберем команду горения на финального босса 6 сезона. Также рассмотрим замены, которые возможны здесь. На Крисоса и на Пайкстона. Разберем все нюансы, расстановки и так далее. Так, погнали! Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. По поводу замен. Если нету Крисоса, то из всех возможных вариантов нам тут подойдет только Ацилия, потому что босс буквально подряд кидает ослабление, и первый раз он, получается, кидает их сразу два, и потом еще одно. Оба их вида надо чистить помощь. То есть Кэтрин тут не подойдет, потому что босс нас своей лягушкой расталкивает, не получается попадать по всем, и, соответственно, босс вот и накидывает, потом, соответственно, бафается. Я через нее пробовал, тоже одевал, там не получается. И с Гиллиан такая же проблема. Я тоже вот пробовал через нее, фантики качал. Та же самая фигня. Она, получается, счищает только одно ослабление. Нам этого здесь не достаточно. То есть, либо мы берем Ацилию, если мы ее не используем в сборе, либо мы вообще пытаемся как-то что-то там с Ардред выжить. Но это тоже такое себе. То есть, идеальный вариант это только Ацилия. Но я, в принципе, попробовал, даже через Роуз немного пробовал. Тоже как-то чистит, то не чистит. Не можем мы именно подряд вот так вот оба его скилла задиспелить. Поэтому варианты только такие. Если нет Пайкстона, то в принципе можно попробовать добавить Ашетиуса, если он у вас есть. Если нету, то в принципе старый добрый X возвращается в строй. И также становится на место Пайкстона. Но перейдем сейчас к той команде, которая у нас есть сейчас, которая наносит больше всего урона. Тайминги я здесь использую вот такие. То есть, так как у нас урон идет за счет сверхлимита стаков горения и происходят взрывы. Первый у нас кастует в любом случае Дуром, накладывает свои стаки. Далее, соответственно, Карф и за ним уже Пайкстон. Зракс у нас без таймингов, ультует когда хочет, ставит свои турельки и, соответственно, наносит урон. На Крисосе вот такие у нас тайминги. Они чуть-чуть съезжают, но ничего страшного. Я пробовал и с часами, чтобы у нас ровно 15 секунд был цикл, чтобы он не съезжал, но выходит урона все равно меньше, на удивление. То есть даже несмотря на то, что иногда так получается, что они ловят дебаф на точность, все равно урона выходит больше и вот так. Можете сами потестировать, если вам интересно. Начнем, пожалуй, с Крисоса. Примерно так же у нас будет одета и Гиллиан, если мы будем заменять его. Только в случае с Гиллиан здесь у нас будет вместо рога оленя будет посох. Ну и, соответственно, вместо точности будет просвещенность. А так, в любом случае, тоже, конечно, желательно будет дать сопротивление. Ну и просвещенность для того, чтобы она, соответственно, отхиливала, чистила нас. Зракс у нас, к сожалению, полный комплект мы не можем сюда поставить, потому что нам очень важно иметь вот эту шмотку здесь. И на вот эту шмотку просто, некуда поставить, поэтому пришлось именно ему. Соответственно, пришлось из двух вещей собирать скорость атаки, а не из полного сета. Также, в принципе, пачка как вообще появилась. Я взял героев из пачки слияния. Единственное, что у нас там еще Бикс был. И особо-то я ничего и не менял. В плане талантов, единственное, что вот этот талант у нас был на Биксе. И он здесь нужен. Поэтому вместо вот этого таланта на Зрааксе я взял вот этот. Так как у нас в команде больше этого таланта нету, так как нету Бикса, пришлось брать ему. Вот так, в принципе, у него таланты вот эти. Также обращаю внимание, как и в прошлый раз, там, кто смотрел видео, команды именно со слияния, я объяснял, что тут важно именно скорость атаки. Очень важно. И также точность, так как он ее раздает. Вот 500 и больше в идеале, чтобы он как можно больше раздал точность. Если нет артефакта этого, то что, собственно, делаем? Ракушку перекидываем на Зраакса, а Карфу даем вот этот разлом. То есть, да, все верно, у нас будет два разлома. Так же, как и было на слиянии, и именно такая сборка показала самый лучший результат. Так что не удивляемся,
делаем именно так. Это в случае, если нет донатного артефакта вот этого. Тут у меня получается руна на точность, скорость атаки, сколько мог, шел вот, больше не получать. И тут, в принципе, руна уже не важно, какой мейн стат. Тут я просто искал, где у меня больше скорости атаки. И вот столько получилось выжить. Ну и точность, соответственно, 502 у меня. Тут вроде как подразобрались, идем дальше. Турем, в принципе, ничего нового. Все в урон и с точности 151 здесь вообще вполне ему хватает, чтобы держать 10 стаков на боссе постоянно. За исключением, конечно, моментов, когда проскакивает у нас штраф точности. Но это происходит редко, и, как я уже вначале сказал, что если даже мы оденем Крисосу часы, и все будет у нас четко, то урона выходит все равно меньше. Поэтому бьем так, как есть. Ну и перейдем сразу к Карфу туда. Тут у нас максимум атаки выжимаем. Так как у нас нету сета, который от просвещенности нам бафает атаку, защиту и здоровье. Поэтому нам не важно, перегоняет Карф Дурман, не перегоняет. То есть даем ему вообще максимальное количество атаки. Прям максимально. Поэтому я верха поставил этот сет, который у нас с бездны. И тут получается тоже на атаку перчатка, которая вокруг себя урон бафает. И на раздачу, соответственно. Тут тоже все. Точность атака. Я хотел еще на атаку даже руну поставить, но так как тут прок такой жесткий, я так прикинул, руны посмотрел, мне даже смысла нету, потому что по сути я точность теряю, а атаки толком прироста как такового и нету, поэтому оставил вот так. Ну и тут, соответственно, тоже на атаку. В итоге у меня 7500 у Карфа, это очень много. У меня у Дурома, по сути, 6900. Вот поэтому как-то так. Ну и плюс 20 ускорения еще поимели. Как бы, а что, лишними не будут. Далее у нас Пайкстон. Соответственно, если его нету, то вот точно так же наряжаем героя, который будет вместо него. Если это, конечно, не Ашетиус. То есть, ну, скорее всего, это будет Бикс. Бикс оставим тогда в этот сет. Можно ему, кстати, тогда и разлом сделать. А Зраксу тогда дать какой-нибудь другой артефакт, например, вот этот. Нужно будет поиграться конкретно с артефактами. Тут уже зависит от того, кого вы заменили на кем. Так, в принципе, что тоже максимум атаки почти 7000 я смог сделать. Тоже все в атаку. Просвет мы не собираем, он у меня вообще 0. Тут цель просто максимально бафнуть Турема вот этой шмоткой. Ну и точность не забываем. 330 в принципе хватает. Никаких ни ускорений, ничего не делал. Вот как-то вот так. Так, по героям тут разобрали. Сейчас тогда быстро покажем, как у нас проходит бой. Ну и, конечно же, вариант с Ацилией. Урона, как видите, меньше. 90 миллионов я потерял таким образом. Но, как я уже сказал, других вариантов тут, в принципе, нету. Именно адекватных. Более-менее что-то пачка могла нанести. По таймингам. Тайминги у нас вот такие. В принципе, ничего не менял. Просто поставил Ацилию и ничего не ставил ей. Пусть просто ультует по КД. Вот как-то так. По поводу экипировки также ничего не менял у этих героев. Все осталось точно так же, как в предыдущем варианте. Если вы по какой-то причине пропустили это все, то отмотайте назад видео и посмотрите. Либо также коды будут в описании. Что касается Ацилии. Максимум просвещенности, посох, соответственно, и ускорение. Просто в рунах максимально выжимаем. В принципе, на этом все. Также щиток, сет и миф. Все. Больше, в принципе, тут ничего не требуется. Сейчас также покажу бой. А с вами я прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал. До скорых встреч. Всем пока. Неоновый свет, режет тьму пополам. Неоновый свет, режет тьму пополам. Неоновый свет, режет тьму пополам.
кажется, не попало.